Добрый день, друзья! Пасха– долгожданный праздник не только для взрослых, но и для детей. Ведь в это время собирается родня, накрывают красивый стол со множеством вкусных блюд, можно устраивать игры с яйцами и дарить друг другу милые пасхальные сувениры. Одним из них может быть вкусное домашнее печенье, которое, несомненно, понравится и взрослым, и детям. Для его приготовления нам понадобится для замеса теста мука, масло, яйца, сахар, соль, ванильный сахар и разрыхлитель. Для декора абрикосовое варенье, сахарная пудра, шоколад. По желанию можно использовать кондитерскую посыпку. Точное количество ингредиентов я укажу в описании под видео. Итак, приступим. В первую очередь смешиваю просеянную муку с разрыхлителем. Затем ввожу холодное сливочное масло и перетираю его с мукой до состояния крошки. Стараюсь это делать быстро, чтобы от тепла рук масло не начало таять. Далее высыпаю сахар, соль, ванильный сахар и перемешиваю. В центре чаши делаю небольшое углубление. Выливаю в него яйца и начинаю замешивать тесто. Продолжаю замес руками. Когда тесто собралось в комок, оно готово. Делю его на две части. Заворачиваю в пищевую пленку и помещаю в холодильник на 2 часа. Указанное время прошло. Даю тесту постоять при комнатной температуре еще 10 минут. Далее на поверхности, присыпанной мукой, раскатываю его в пласт толщиной 3-4 мм. Используя вырубки для теста, буду вырезать печенье в форме яйца и зайчика. Собираю остатки теста и помещаю их в холодильник до следующего раскатывания. С помощью кондитерской насадки вырезаю в заготовках небольшие круги и переношу их на противень. При необходимости приподнимаю тесто с помощью шпажки. Вторую часть теста также раскатываю и формирую печенье-зайчики. Переношу его на противень. Выпекаю печенье на противнях поочередно при температуре 175 градусов 7-8 минут. Когда печенье полностью остыло, приступаю к его окончательной сборке. Для этого разогреваю варенье, посыпаю печенье с отверстиями сахарной пудрой. Далее смазываю тонким слоем варенья нижнюю сторону цельного печенья и прикладываю наверх вырезное. Заполняю отверстие вареньем.
Оставляю печенье стабилизироваться. Для оформления печенья зайчики необходимо растопить черный шоколад. Смазываю зайчиком ушки и посыпаю кондитерской посыпкой. Остатками шоколада наношу на печенье произвольный узор. Через час можно смело угощаться домашним печеньем. Пасхальное печенье по этому рецепту нежное, рассыпчатое, буквально тает во рту. Насыщенный сливочный вкус удачно дополняют кислинка варенья из абрикос и легкая терпкость черного шоколада. Оно очень ароматное и вкусное. Если видео было вам интересным и полезным, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Скоро увидимся!